Чем полезны гнев и страх, и почему от этих чувств нельзя отказываться. Всех приветствую, ахо, мой дух приветствует важных. И сейчас очень-очень важно, чтобы ту информацию, которую я вам доношу, вы смогли воспринять не как информацию, а дать возможность себе ее почувствовать, дать возможность стать этой информацией, дать возможность сопроводить этим взглядом, возможно, вашу призму восприятия и посмотреть на такие понятия, как гнев и страх, с той стороны, с той позиции, на которую хочу предложить вам я. Потому что сегодня нам именно этих два спектра важны как никогда. Хочу напомнить, кто не знает, о том, что у нашей Вселенной есть 5 первоначал. Все вышло из потенциального ничто, все вышло из забвения. Дао, жизнь, Бог как процессинг. И он вышел в виде базового спектра, в виде энергии Ци. Первичная энергия, у славян это птица Сва, то, что было выдохнуто сварогом вышним, то, что вышло из небытия и стало светом и осветило, это женская энергия, это энергия Ци, это первоначало всего, и когда она заполнила всю Вселенную, а у нас Вселенная сферической формы, когда было все заполнено, выдали из себя это, и тогда со временем более плотные, более тяжелые частички стали опускаться вниз, более легкие, более светлые поднялись вверх. Так появилась инь-янь, так появилась светлое, темное, так появилось мужское и женское. И дальше оно стало взаимодействовать друг с другом, и дальше оно стало перетекать друг в друга, образуя круг Усин, круг 5 трансформаций, круг цикл перевоплощений. И по этим циклам живет Вселенная, тонкоматериальная, духовная, физическая. У нас есть начало, у нас есть день, этот зенит, у нас есть вечер, у нас есть глубокий вечер, у нас есть ночь. У нас есть детство, у нас есть молодость, у нас есть зрелость, у нас есть старость, у нас есть смерть. И по этим циклам движется все. В эти циклы можно ввести не просто какое-то время года, цвет, запах, цифру, орган в нашем теле, любое наше качество, то есть всю Вселенную, во всех ее многочисленных аспектах, во всех 10 тысячах вещах Дао, Бога, жизни как процесса, мы можем положить на этот круг Усин. Каждому из этих кругов Усин присуща своя вибрация, своя частота и то, что это делает. То есть взаимодействие инь-янь в этих станциях таких, оно создает определенное качество Ци. И это качество Ци было определено даосами как стихия, как первоэлемент, как то, что выполняет определенное действие и создает один из 5 аспектов всей Вселенной. И все начинается с рождения, все начинается с начала. И это элемент дерева. И именно ему присуща эмоция гнева, потому что в кругу Усин есть 5 базовых эмоций. Чем отличается эмоция от чувства? Чувства, делимые на эмоции, состояние, делимое на чувства и эмоции. Эмоции как атомы, как первоэлементы, как то, что присуще всему живому, не только человеческому, но и миру животным. Вы скажете, как растение может злиться. Это энергия пробивная, что мы злостим, мы себе как будто пробиваем путь. Так вот, эмоции – это то, что присуще даже животным. Животное может злиться, животное может радоваться, это элемент огня, животное может быть наслажденное, удовлетворенное, наелось. Я сейчас говорю про позитивное качество. Животное может грустить, печалиться, животному может быть страшно, животное может злиться. И все остальные чувства и состояния и так далее будут так или иначе в какой-то реестр входить. Так вот,
Я снова хочу вернуться к злости и к страху, потому что сегодня я вижу, какое огромное количество людей отказывается внутри себя от этих эмоций. А эти эмоции первичны. Чем отличается первичная эмоция от вторичной, то есть от нечистой, от той, когда она становится негативной, когда она вас ослабевает? Мы знаем, что есть высокочастотное чувство и низкочастотное чувство. Высокочастотные – это те, которые нас вдохновляют, это те, которые нас наполняют. Это, как правило, воодушевление, радость, счастье, творчество, то есть все, что после этого нас наполняет. Низкочастотное чувство – это чувство, которые нас обестачивают, после проживания которых мы чувствуем себя бессильными. И, соответственно, они не просто низкочастотные, они нас обестачивают. И эта информация очень важна, потому что завтра я расскажу вам о том, что война Украины и России – это война аргов и архонтов. Это война совсем других существ, которые сейчас через нас отыгрывают свою игру, и для этого вы должны немножко понять в том, что ее питает, почему мы на это ведемся, да, почему сейчас это все происходит. А я сейчас сделала такое отступление и снова хочу вернуться к нашим первоэлементам, к нашим эмоциям. Так вот, когда у нас первичное чувство, а первичное чувство – это когда оно по делу. Когда гнев первичное чувство, когда он соответствует, это нормальная, здоровая реакция, когда животное будет злиться, когда вы на него нападаете, когда вы причиняете ему боль, когда вы хотите разрушить его дом, когда его потомству будет опасность угрожать, когда вы будете забирать у него еду, да. Эмоции нам достались от мира животных. Это естественная реакция вашей системы на адекватный стимул. И вы позлились, и потом такой стоите, говорите: фух, хорошо, да, аж жарко стало. Когда гнев становится низкочастотным чувством, когда он не по делу, когда вы раздражаетесь по любому легкому поводу, что-то вам кто-то сказал, чего-то, то есть нету объективного стимула, а вы сейчас генерируете эту эмоцию и по большому счету сливаете информацию. Теперь возвращаемся к страху. Да, страх у нас это элемент воды. Вода вообще является материнским началом дерева, она питает дерево. И если дерево у нас это начало, то всего цикла, то вода, страх у нас окончание всего цикла. Это смерть, это забвение, это затихание, это глубины океана, это черная чернота, из которой потом рождается свет жизни. Все вышло, дао вышло из некого первоначала, оно в него возвращается и снова выдыхается. Мы вдыхаем, мы выдыхаем. Вдох, да, это смерть, выдох – это жизнь. Вдох, по большому счету, это страх, это схлопывание, это махапралая, выдох, да, и он, что такое гнев здоровый, нормальный, что делает эта энергия? Она пробивает себе путь, она выходит, она движется вперед, она открывает себе путь, и без этой энергии не родился бы ни один ребенок, не родилась бы ни одна жизнь, не родился бы ни одно растение, не произошло бы раскрывание ни одного цветка и так далее. Я сейчас хочу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Страх, когда животное боится, когда ему небезопасно, в полном смысле слова, его убивают, да. Сейчас это объективная опасность. С человеческим существом точно так же. Если на вас сейчас нападает другой человек с оружием, если сейчас объективная опасность, что будет причинен вред вашему телу, вашему здоровью, вашим родным и близким вашим, тут уж не до гнева, да, тут мы схлопываемся, и у нас, кстати, страх очень часто парализующий, вот это и есть схлоп, а потом мобилизирующий за счет того, что мы, да нет, да, даем этот вызов. Так вот, это объективное нормальное чувство. Если вы способны проживать страх, первичный страх,
Первое, на него должно быть объективное обстоятельство, а сегодня оно у украинцев есть. Нам страшно, что будет завтра с нашими родными и близкими. Нам страшно, что будет с нашей страной. Страшно тем, кто прям реально под обстрелами, кто каждую секунду в опасности, что и это нормальное, правильное чувство. Как правильно проживать страх? С открытыми глазами. Когда вы видите эти страшные картинки людей под руинами, которые остались, тех, кто невинно погибшие, еще у кого-то с обожженными телами, не закрывайте глаза. Не закрывайте, не делайте вот так. Потому что когда мы закрываем глаза, мы уходим в парализующий страх. Оставайтесь с открытыми глазами. Во время страха мы очень часто можем еще и плакать, да, если у нас есть силы. Если страх очень сильный, он парализует, мы даже плакать не можем. Оставайтесь с открытыми глазами и дышите, не замирайте. Смотрите на это, и тогда страх будет наполнять вас энергией. И он будет наполнять вас энергией, из страха перейдет гнев, из гнева перейдет в экспансию, перейдет в огонь, перейдет в радость, пойдет в расширение. Поэтому страх сегодня нам очень-очень полезен, потому что именно сегодня для него есть абсолютно объективное обстоятельство. Раньше он сублимировался в то, чтобы не заправиться, что скажут другие, а вдруг будет потом, а вдруг бросят, а вдруг обманут, а вдруг зарплату не выплатят, а вдруг работу не найдут. Это сублимация, это все было в голове. Сегодня он объективен, и сегодня нужно быть грамотным в проживании первичных базовых чувств, потому что они сегодня создают энергию, которая питает всю нашу с вами систему, которая сегодня перерождается. Страх – это смерть, гнев – это рождение. Но уже вдох, который мы с вами после 24.04.22 проживем, это будет огонь, это будет спектр, который зайдет и даст нам новое дыхание, даст нам новое расширение, потому что огонь движется вширь и заполняет собой все. Это та ци, которая зайдет как новый спектр целиком. Но сейчас нам нужно с вами не убегать от этих чувств, не пытаться, не стараться в них застревать, если сейчас вот прям объективно, вот сейчас нету сирены, прям объективно сейчас в вашей жизни ничего не угрожает, прям сейчас на вас никто не нападает, да, прямо сейчас, поэтому не надо застревать в этом, но если вас накрыло, проживите с ровной спиной, проживите с открытыми глазами, проживите в полном присутствии, в полном участии, и мы с вами именно сейчас в родовом канале, в точке, которая называется смерть и возрождение. Это точка, когда в родовом канале ребеночек останавливается. У многих из нас там клиническая смерть, когда мы проходим по родовым путям мамы. И он замирает, он умирает для того, чтобы потом снова дать движение, да, его тогда материнское тело, окситоцин, знаете, как заново такая скорая помощь его оживляет, он из клинической смерти буквально выныривает, а до этого он видит войну, где он во всех местах, и он убийца, и он тот, кого убивает, и он орудие, которое убивает, и тот, кто смотрит, люди, которые проживали в расширенных состояниях сознания эту матрицу рождения нашего, мы ее все проходили, да, с нашими мамами, то там именно такая картинка. Потом останавливается, остановка, смерть. Смерть, и дальше вот мы сейчас в этой точке с вами. И вот прямо здесь сейчас идет активное накапливание энергии для того, чтобы на агрессии, потом на агрессии к неправде, на агрессии к лжи, на агрессии к смерти, на агрессии ко всему, что не жизнь. Беспощадная жизнь, беспощадна ко всему, что не жизнь. Это делается из любви к жизни. Это движение не от нашей матки, которая нас сейчас выгоняет из нашего мира. Это движение к тому новому свету, к тому новому рассвету, в который мы с вами двигаемся, который сейчас открывается перед нами. Поэтому, дорогие мои, очень вас прошу, особенно те, кто занимаются практиками, особенно я вижу очень много помощники, они умнички, молодцы, которые советуют, как справиться с эмоциями, как это очень-очень нужно. Но помните, что доза, правильная доза, которая вас наполняет,
И если она абсолютно объективная, этих первичных чувств должна проживаться, потому что она наполнит вас энергией. Если вы чрезмерно много были в информации, если вы чрезмерно много начитались, наслушались, и вы там набоялись, наагрессировали и чувствуете после этого усталость, вероятнее всего вы перевели свои чувства во вторичное. Будьте сейчас очень-очень внимательны. Наша страна сейчас через нас, да, аккумулирует эту энергию для того, чтобы сейчас у нас близится солнцестояние, равноденствие. Сейчас у нас движется мы именно после равноденствия, когда нам сейчас дадут помощь свыше, ее прямо сейчас дают. Вот мы сейчас замерли условно, да, нам сейчас помогают и дружественно настроенные цивилизации по отношению к нам, и сама природа, и дух, и наши предки. Я думаю, вы все это чувствуете. Мы сейчас набираем энергию для того, чтобы было вот это второе дыхание, чтобы потом вот это сделать этот рывок, сделать этот марш-бросок, дать нашим ребятам эту силу, которые смогут перейти в контрнаступление, и мы с вами смогли очистить нашу землю от врага, сначала внешнего, потом внутреннего, но на этот спектр как раз и поплавить сейчас и те структуры, которые внутри нас находятся, и которые нас с вами разделяют и друг с другом, и внутри себя, и мы с вами будем переходить в новый рассвет, в новую жизнь. Поэтому учимся быть зрелыми, и я есть свет, это не просто ом намо и все само, это не просто я шанти, это движение, это развитие, если оно правильной концентрации соответствует объективным, субъективным обстоятельствам, тогда вы получите доступ к неиссякаемому источнику энергии внутри вас через праведный гнев и через объективный страх. Все. Вот такая у меня была лекция. Да, готовлю для вас полную информацию по войне. Вот, в принципе, я уже готова, но все, давайте поступательно. Я сейчас в Женеве, мы уже приехали сюда, меня здесь пригласили поработать. Здесь будет практическая работа. Практическая работа – это всегда живой вход в квантовый мир, живой вход в нашу квантовую маму. Поэтому буду держать вас в курсе, что сейчас происходит, что мы видим, потому что одно дело ченнелинг, другое дело, когда ты в поле заходишь, и когда ты в поле заходишь с иным количеством людей, не знаю, какая будет группа, вот, и я вас буду держать в курсе, что происходит. Поэтому дышим с открытыми глазами, смотрим на все то, не закрываем глаза, чувствуем то, что чувствуем, позволяем этому быть. Люблю, целую, обнимаю всем сердцем Эвы.